За 2 года полномасштабного вторжения даже самые далекие от тактик и стратегии люди выучили одну особенность этой войны. В ней нет никакого геймченджера. То есть какой-то универсальный вундервафли, супероружие, которое или оборону противника проломит, или его истощит, или сделает бессмысленными все его атаки. Но все же случаются моменты, когда один из видов вооружений, хоть все еще и не способен сокрушить врага, может ощутимо изменить положение дел на фронте. Летом 2022 года таким прорывным вооружением стали ракетные системы залпового огня «Химарс». 10-12 таких установок практически беспрепятственно уничтожали российские склады боеприпасов по всей прифронтовой полосе. В итоге ВСУ, значительно уступая в артиллерии, почти полностью остановили российское наступление на Донбассе. Хотя российские военкоры собирались со дня на день захватить Славянск и Краматорск, самые большие города подконтрольной Украине части Донецкой области, но ничего не вышло. Тогда российской армии пришлось оттягивать самые большие склады с боеприпасами дальше от передовой и учиться перехватывать снаряды «Химарсов». Сейчас оружие, которое сильно влияет на положение дел на фронте, появилось у России. Речь идет о «Кабах». Это огромные корректируемые авиабомбы от 250 килограммов до 1,5 тонн. Они уничтожают почти любое строение и даже могут доставать до подземных бункеров. Именно с их помощью российская армия недавно захватывала Авдеевку. Массовое применение «Кабов» вернуло на поле боя российскую авиацию. До этого ее влияние на фронте было очень относительным. Теперь же она снова помогает российскому командованию двигать стрелки по карте. Когда штурмовали Бахмут, стрелки эти двигались посредством волн наступающей пехоты, состоящей из зэков. Сейчас же те же волны наступающих получают поддержку в виде сокрушительных ударов с неба. Сегодня мы поговорим о том, как корректируемые планирующие авиабомбы изменили ход войны и почему российская авиация снова в деле. Для начала вспомним, что прямо перед вторжением российская армия имела много решающих преимуществ перед ВСУ. В ее распоряжении было больше танков, мощный флот и авиация, на порядке превосходящая украинскую. Вообще, обычно по опыту предыдущих войн мы знаем, что в войне скорее побеждает та армия, которая имеет преимущество в небе. Вот только российская армия не смогла свое преимущество в небе реализовать по объективным причинам. Как только российские самолеты и вертолеты пересекли воздушное пространство Украины, они стали целью для мощного щита украинской ПВО. И подавить его не получилось. Несмотря на большую нагрузку, много целей сразу, удары российских ракет, ПВО сбивало российские самолеты очень эффективно. Через 2-3 недели боев стало понятно, что если так продолжится, то российские воздушно-космические силы просто утратят боеспособность. Тогда авиацию полностью вывели из воздушного пространства Украины. Исключением стал разве что Мариуполь. Город оказался в окружении, в глубоком тылу наступающих российских войск. Украина не имела возможностей прикрыть Мариуполь зонтиком ПВО. В итоге российская авиация фактически стирала город подчистую. Огромные авиабомбы падали на жилые дома. Удар по Мариупольскому драмтеатру с надписью «Дети» навсегда останется страшным символом этой войны. Помимо мирной застройки, бомбами уничтожали любые строения, где могли держать оборону украинские военнослужащие. Удары авиации разрушали бетонные цеха заводов и даже пробивались до подземных бункеров. В результате военный гарнизон Мариуполя был вынужден сдаться. Но вот на остальных участках фронта, где у ВСУ было покрытие систем ПВО, авиация использовалась точечно. Чтобы не попасть на радары и не получить ракету в борт, самолеты и вертолеты использовали несложную схему. Сначала подлетали как можно ближе к фронту, обязательно быстро и на сверхнизких высотах. Затем стремительно набирали небольшую высоту в пару сотен метров, выпускали ракету и тут же ретировались. А удары авиаракет с малых высот были неточными и неэффективными, но красочными и сильно поддерживали боевой дух пехоты в окопах. Все изменилось приблизительно год назад. В марте 23 года российские военные нашли способ, как сбрасывать огромные бомбы четко в цель, с большой высоты, не заходя в зону действия украинского ПВО. При этом старые советские ФАБы, фугасные авиабомбы из неуправляемых бомб, превратились в точное оружие и могут попасть в цель с расстояния в 40-50 километров.
На эти винтажные боеприпасы устанавливают специальные универсальные модули планирования и коррекции УМПК. Это устройство разработали еще до войны, но серийное производство запустили, по всей видимости, под конец 2022 года, а к марту 2023 стали применять массово. Уже тогда украинские военные называли КАБы большой угрозой. А сейчас, как пишут западные СМИ, Россия сбрасывает более 100 таких бомб в сутки. Пик их использования пришелся на февраль этого года. И использование их было сокрушительным. Десяткам ударов с неба уничтожаются целые укрепрайоны с подземными блиндажами, бункерами и казармами. А разбомбленные руины наступающей пехоте брать значительно проще. Да, если военные засели на каком-то большом заводе с крепкими и толстыми стенами и подземными сооружениями, его можно будет удерживать какое-то время. Но рано или поздно бомбы все равно пробьют защиту. Именно такая тактика помогла российским войскам взять Авдеевку. КАБы помогают штурмовать позиции ВСУ не только в городах, но и в поле. Дело в устройстве линии фронта. Все-таки она представляет собой не длиннющий окоп, где через каждые 10-20 метров стоят солдаты. Такие позиции, конечно, тоже есть, но они не прикрывают не самые важные направления. Основа же обороны – это целая цепочка взводных и ротных опорных пунктов, так называемых ВОПов и РОПов. На взводном опорном пункте оборону держит взвод солдат до десятка человек, а на ротном целая рота, то есть до сотни человек. В этих ключевых точках есть подземные блиндажи, где солдаты живут, едят, даже ходят в душ или баню, посменно дежурят на поверхности и выходят в бой, когда наступает момент обороняться или наоборот идти в атаку. А вот уже между ВОПами и РОПами находятся мелкие позиции со скудными окопами. Если вы несколько месяцев штурмуете одну и ту же локацию, то рано или поздно разведаете, где у противника расположен ВОП или РОП, а где второстепенная позиция. А если вы захватываете 2-3 ВОПа или РОПа, то сможете сдвинуть линию фронта. Ваш противник вынужден будет или подтягивать резервы, чтобы вернуть потерянную крупную и удобную позицию, или отступить и быстро выстроить новую сеть укреплений, одновременно сдерживая наступление. Ведь если у вас останутся ресурсы после успешной атаки, вы обязательно продолжите двигаться вперед, пока противник остается без защитных позиций, а значит еще более уязвим. Так вот, КАБы в несколько ударов могут уничтожить целый ВОП. Такие бомбы могут выносить и логистику противника. Например, уничтожать важные мосты в прифронтовой полосе. Или замаскированную стоянку танков, склад с топливом и прочее. Тут не нужно быть военным экспертом, чтобы сделать простой вывод. Массовое применение корректируемых авиабомб на узком участке фронта существенно помогает наступлению. Тем временем российская армия не сбавляет обороты. Сейчас, после взятия Авдеевки, она забрасывает КАБы даже за линию фронта. На этих кадрах одна такая бомба поражает ТЭС в небольшом городке Курахово, в 12 километрах от фронта. Российские военкоры говорят, что этот небольшой город может стать следующей целью после Авдеевки. Если это случится, российскому генштабу откроются два варианта действий. В первом сценарии они могут повернуть на юг и атаковать Угледар, важную крепость ВСУ на стыке Южного и Восточного фронтов, или двинуться в сторону Днепропетровской области и протянут фронт уже в 6-й украинский регион. Пока Украине сложно что-то противопоставить КАБам. Их не получается перехватывать. Это задача как раз для истребителей F-16. Сколько их будет и какую именно модель получит Украина, официально еще не объявлено. Но Владимир Зеленский надеется, что самолеты нового поколения смогут сбивать российские атакующие самолеты. Своих КАБов у ВСУ очень немного. На 100 выпущенных Россией бомб Украина отвечает буквально 2-3. В прошлом году она более-менее массово применяла авиабомбы JDAM из военной помощи США. Но сейчас их поставки, как поставки боеприпасов для артиллерии, заблокированы республиканцами. При этом стоит заметить, что у новой тактики российского наступления есть и обратная сторона. В ответ на бомбежки ВСУ, похоже, стали стягивать свою современную систему ПВО ближе к фронту. Украинская сторона заявляет, что за 15 дней сбила 15 российских самолетов. Правда, эту цифру не подтверждают независимые наблюдатели. Зато подтверждено, что сбиты 2 российских самолета А-50. Это ценнейший российский борт, целый летающий командный пункт. Его средства дальней разведки выявляют цели на расстоянии сотен километров, как вблизи линии фронта, так и глубоко в тылу.
Из него планируются и координируются масштабные воздушные удары. По данным британской разведки, у России осталось 7 таких бортов. Потеряв 2 самолета А-50, российская авиация как бы лишилась пары всевидящих глаз. Ее возможности в разведке существенно просели. Сергей Чемезов, глава Ростеха, заявляет о планах возобновить производство А-50. Похоже, эти заявления были восприняты довольно серьезно. В ночь на 9 марта украинские беспилотные летательные аппараты были замечены под Таганрогом. Возможно, целью беспилотников мог быть находящийся там авиационный комплекс имени Бериева, где и производятся все работы по самолетам А-50. В прошлом месяце британские аналитики отмечали, спрогнозировать, как долго сможет Россия терпеть потери в воздухе, невозможно. Это касается и машин, и пилотов. По данным экспертов, Москва уже потеряла 160 членов экипажей военных самолетов и вертолетов. Это серьезный удар по боеспособности российских воздушно-космических сил. А западные медиа передают слова украинских военных. Те не ждут, что Россию остановят потери ценных пилотов и машин. По их мнению, Москва и в небе продолжит использовать тактики, схожие с бесконечными волнами мясных штурмов, как их называют, как это было в Авдеевке. В перспективе F-16 могут кардинально изменить ситуацию в пользу Украины. Если Киеву дадут машины с современными радарами и ракеты большой дальности, то Россия, скорее всего, не сможет применять нынешние кабы. Чтобы не подставляться под удары F-16, российским пилотам придется летать дальше от фронта. А следовательно, чтобы большие бомбы долетели до фронта, придется прикручивать к ним реактивные двигатели и баки с топливом, то есть буквально трансформировать бомбы в ракеты. Технически это возможно, но в таком случае кабы утратят одно из важнейших преимуществ – дешевизну. Ведь одно дело скидывать с неба еще советские бомбы, которых полным-полно, и совсем другое тратить ресурсы на их переоборудование практически в ракеты. Чтобы в конечном счете ударить такой самопальной ракетой по очередной Авдеевке и помочь пехоте продвинуться еще на 10-20 метров в уличной застройке. Сейчас непонятно, сколько именно управляемых бомб получит Украина вместе с новыми самолетами. Ясно одно: если в США республиканцы разморозят помощь Украине и Киев снова будет получать ее в товарных количествах, тогда не исключено, что град кабов обрушится уже на российские войска. Мы будем следить за развитием событий на фронте и в небе, и на земле, и рассказывать об этом вам. До завтра!